Вы на канале World of Money Мир банкнот, с вами Артур. И сегодня хочу поделиться с вами своим пополнением и представить вашему вниманию новые банкноты Узбекистана. 14 июня 2021 года Центральным банком Узбекистана выпущены в обращение новые денежные знаки в виде банкнот достоинством 2000 сумов и 20 тысяч сумов. Тематика банкнот посвящена Великому Шелковому пути и истории древнего города Бухара и Каракалпакстана, находящегося на территории государства. Обе банкноты отпечатаны на защищенной бумаге. Давайте рассмотрим каждую банкноту отдельно. Итак, Узбекистан, 2000 сумов, 2021 год. Размер банкноты 142 на 69 мм. Преобладающий цвет лицевой и оборотной стороны пурпурный и светло-зеленый. На лицевой стороне в левой части банкноты изображен архитектурный памятник древней крепости Бухаро-Арки, крепость Арк, одной из самых удивительных и древних памятников культуры Бухары. Ее фундамент был заложен в VI-III веке до нашей эры. За свою долгую жизнь крепость не раз была полностью разрушена и вновь возведена. Она служила дворцом для правителей Бухары вплоть до 1920 года. Расположена крепость Арк на насыпном холме, высота которого в некоторых местах достигает 20 метров. На территории крепости в разные годы жили и творили такие известные ученые и писатели Востока, как Фирдуси, Рудаки, Аль-Фараби, Авиценна и Омар Хайям. В наши дни крепость Арк – это большой исторический музей. В верхней правой части банкноты расположен текст банка-эмитента Центральный банк Республики Узбекистан. В правом верхнем углу банкноты пурпурным цветом изображен герб Узбекистана. Расположенный с правого и левого края специальный элемент, выполненный пурпурным цветом, предназначен для лиц со слабым зрением и за счет рельефности изображения дает возможность определить на ощупь достоинство номинала. На светлом фоне с правой стороны банкноты расположен локальный водяной знак в виде верблюда, символа караванных дорог Великого Шелкового пути и номинала 2000. В нижней части банкноты на фоне орнаментального узора отпечатано скрытое изображение в виде аббревиатур UZ, видимое под определенным углом наклона по отношению к источнику света. С правой стороны банкноты в толще бумаги расположена металлизированная машиночитаемая защитная нить с текстом начальных букв Республики Узбекистан шириной 1,5 мм. В верхнем левом углу расположена цифра 2000, отпечатанная цветопеременной OV краской. В зависимости от угла просмотра цвет номинала меняется от золотистого цвета к зеленому. В нижней части левой стороны расположена надпись 2000 сум на узбекском, отражающая достоинство номинала, и текст на узбекском, означающий, что узбекский сум обязателен к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей по всей территории республики. Вышеописанные изображения выполнены с применением металлографского способа печати, дающие ощущение рельефности краски на ощупь. В правой части банкноты на светлом фоне тонкими линиями отпечатаны круги разного диаметра, которые при копировании дают искажение цвета и изображения. На фоне национальной ткани хан-атласа на карте Узбекистана линиями зеленого цвета изображены направления караванных дорог Великого Шелкового пути. В верхней левой части изображен двухгорбый верблюд, являющийся символом города Бухара, изображение которого выполняет функцию регистра, служит для совмещения лица с оборотом. При просмотре на просвет светлая часть банкноты совмещается с цветным фоном с оборотной стороны, образуя полноценное изображение. Номер банкноты состоит из двухбуквенной серии латинского алфавита и семизначного номера. В правой части номер отпечатан горизонтально, в левой части вертикально. Оборотная сторона банкноты. В центральной части изображены руины древнего города Пайкент, процветающего в течение 1500 лет и в XII веке поглощенного песками пустыни Кызылкум. Город на дороге, так переводится с садийского Пайкент. В IV веке до нашей эры здесь на границе Согда с Ираном возникла крепость.
Богатство Великого Шелкового пути сделали из нее крупный купеческий город, впоследствии ставшим единственным вольным городом купеческой республики в Центральной Азии. Город играл важную роль, являясь одновременно пограничным военным и торговым пунктом Великого Шелкового пути, который связывал Бактрию, Индию, Нахшаб, ныне Карши, с Хорезмом и другими северными городами. Согласно персидскому поэту Фердуси, легендарный царь Хосров построил в Пайкенде храм огня, и что хранилось в нем написанное золотом священное Авеста, древняя книга зороастрийцев. Город продолжал свое существование вплоть до XII века, пока река Заравшан не поменяла свое русло. Вода перестала доходить до Пайкенда, и вскоре жители были вынуждены навсегда покинуть свои жилища. Постепенно, поглощаемый песками пустыни Кызылкум, город окончательно прекратил свое существование. В правой части банкноты изображены настенная лепнина, фрагмент архитектурного декора с изображением феникса, женщины-птицы, относящаяся к 8 веку до нашей эры, и бытовая посуда, принадлежащая к 3-му тысячелетию до нашей эры, найденные в археологических раскопках Варахша Бухарской области, еще одного древнего города Узбекистана, ровесника Пайкенда, прославившегося своими настенными росписями, относящимися к 7-8 векам нашей эры. В верхней части с левой стороны отпечатан текст банка-эмитента Центрального банка Республики Узбекистан и год выпуска банкноты 2021. В нижней части с правой и левой стороны на одной линии с белым цветом отпечатано достоинство номинала цифрами 2000. Также в верхнем правом углу расположена надпись 2000 сум на узбекском. В нижней части расположен в качестве предупреждения текст «Подделка узбекского сума преследуется по закону». Рассмотрим банкноту в ультрафиолетовом свете. Лицевая сторона. Красиво светится крепость Арк, национальная ткань Хан-Атлас и направление караванных дорог Великого Шелкового пути. Также светится вертикальный серийный номер в левой части банкноты и защитные волокна. Оборотная сторона. Светится задний узорчатый фон развалин Пайкенда и фрагмент национальной ткани Хан-Атлас, также защитные волокна. Это был обзор банкноты Узбекистана 2000 сум 2021 года. В следующей части мы рассмотрим банкноту 20 000 сум 2021 года.